Всем привет! Вы на канале Моторный Лайф. Озеро Бучак. Недалеко от Канева в Черкасской области. Кто бы мог подумать, что всего в 2 часах езды от Киева есть такое заповедное место – озеро Бучак. И довольно труднодоступное. Бучак – это еще и маленькая, ничем не примечательная деревня, в которой, согласно некоторой информации, находящейся в свободном доступе на 2021 год, проживало всего 15 человек. Но если вы знаете о сакральных местах Бучака, то обязательно захотите здесь побывать. О Бучаке говорят, что это край света, и я в каком-то смысле с этим согласный. Это невероятные ощущения покоя, единения с природой и своим внутренним миром. А окружающая местность насыщена археологическими достопримечательностями раннеславянского периода. По данным Института археологии Украины, эти земли являются уникальными из-за насыщенности археологическими памятниками. Вокруг села Бучак находится 14 поселений, 5 городищ и 2 могильника, представляющих практически все археологические культуры, известные на Среднем Поднепровье. Уникальность Бучацкого археологического комплекса заключается не только в культурно-хронологической полноте. Такой комплекс фактически больше не имеет аналогов Поднепровья. Здесь можно почувствовать, что время может течь совсем по-другому, чем в городе с его бешеным темпом и суетой. Стоя на бучацких кручах, есть возможность побыть некоторое время наедине со спокойствием и вечностью. Природа в этой местности невероятна своими густыми лесами и невероятными видами. Она успокаивает и наполняет, а ощущение сильной энергетики позволяет перезагрузиться. Здесь в лесу находится сакральный лабиринт. Перед восхождением на Бабину гору необходимо пройти, так сказать, ритуал очищения в лабиринте. Нет, это не древний, а достаточно современный лабиринт. Его не так давно создали люди, увлеченные эзотерикой. Надо сказать, что место для лабиринта они выбрали хорошее, на открытой поляне, со всех сторон окруженной лесом, и красивейшая природа вокруг настаивает на возвышенный лад. Это очень интересное место. Проходя по лабиринту, ты будто проникаешь в такие глубины себя, что чувствуешь эту энергетику каждой частицей своего тела. Кажется, что каждая твоя клетка, каждая молекула вибрирует в унисон с этим сакральным местом. А какие фантастические виды открываются на Бабиной горе? Бабина гора – это место издавна славится своей женской силой, и здесь проводят разнообразные обряды и ритуалы, направленные на обретение женской силы, продолжение рода и наполнение здоровьем. Археолог Борис Рыбаков называет Бабину гору ведущим святилищем раннеславянского периода. С гор открываются прекрасные днепровские виды, а лес, среди которого расположена деревня, является свидетелем древних, еще летописных княжеских времен. Голубые водные пространства и хвойные леса вокруг, иногда возникает ощущение, что ты в Крыму. То, что это особое место, место силы, однозначно. Энергетика неба, Днепра, земли – все сливается воедино. Хочется сесть на обрыве и больше никуда не уходить. Долго-долго смотреть на бескрайние просторы, подставляя лицо ветру. Археологи утверждают, что здесь были стоянки первобытных людей, а потому в окрестностях было найдено множество артефактов трипольских времен. Красота этого озера завораживает и очаровывает одновременно. Лесное, голубое озеро Бучак искусственного происхождения. Образовалось это озеро на месте гигантского котлована гидроаккумуляторной станции. В 1980-х годах часть села затопили во время строительства Каневской ГАЭС. Большое количество жителей было вынуждено покинуть свои дома, а поселение постепенно пришло в упадок. В начале 1990-х
было полностью приостановлено строительство Каневской гидроаккумулирующей электростанции по экономическим причинам. Возобновление строительства ГАЭС считается нецелесообразным из-за низкой экономической выгоды, угрозы потопления местности, оползней, радиационного загрязнения воды, уничтожения археологических памятников и заповедных зон. Однако на месте недостроя чудом образовалось удивительной красоты озеро, имеющее глубину около 30 метров. Хотя озеро и создано искусственно, это не мешает ему быть настоящим озером. Оно самоочищается и пополняется родниковыми водами, благодаря чему очень чистая вода и водится много рыбы. Из-за окраски его полюбили туристы, фотографы, режиссеры многих снимавшихся здесь фильмов, а также десятки художников из Украины, из-за границы, стремящихся запечатлеть красоту этого уникального места. Вблизи села Бучак расположен роженый колодец. От бывшего райцентра до самого колодца примерно 20 километров. Есть легенда, что во времена Древней Руси киевские князья во время похода на кочевников останавливались здесь, чтобы напиться воды из колодца местной девушки по имени Рожена. То есть этому колодцу уже более 1000 лет. И люди вскоре заметили, что вода в колодце целебная. Раненых в бою воинов стали привозить к нему, чтобы промыть водой раны, которые после этого быстро заживали. С тех пор пошла молва, что вода из колодца Рожены быстро исцеляет различные раны. Но это еще не все. Утверждают, что эта вода помогает женщинам, страдающим бесплодием, обрести счастье материнства. Путь к Роженой Кринице лежит по пересеченной местности. То спуск, то подъем. Лес густой и заблудиться в нем довольно легко, поэтому к Кринице лучше идти с проводником. В Роженом колодце холодная вода. Она кристально чистая, приятная на вид и на вкус, без запаха. Вроде бы обычная вода, но есть у нее одна особенность, проверенная тысячами побывавших здесь людей. Набранная в чистый сосуд из любого материала, эта вода не портится в течение длительного времени. Рассказывают, что и ныне, в наши дни, роженый колодец имеет как большую силу тяготения, так и непостижимое влияние на людей. Кто здесь побывал раз, непременно будет стремиться наведаться сюда еще раз. Между прочим, никогда вся вода не выбирается. Она из криницы журчит постоянным, незамерзающим и не пересыхающим ручейком. До села Бучак довольно сложно добраться. С трассы Р-19 вам придется преодолеть 10 километров бетонной дороги и почти все время подниматься вверх, а у озера будут крутые перепады высоты. Озеро Бучак находится в невероятно красивой горной местности. Природа и виды вокруг просто сказочные. Но настоящую красоту, от которой восхищает дыхание, вы сможете увидеть только после того, как подниметесь выше уровня озера. Одновременно будет видно озеро, горы и Днепр. Пейзажи озера Бучак, тишина и покой, беспредел Днепра вдохновляют возвращаться туда снова и снова.